Иран вновь нанес ракетный удар по Израилю, задействовав баллистические ракеты, способные поражать стратегически важные объекты. Обстановка в регионе стремительно обостряется. Официальные аккаунты армии обороны Израиля сообщили, что сегодня израильские ВВС перехватили более 15 беспилотников, запущенных из Ирана в сторону израильской территории. В течение последних суток системы ПВО, командно-диспетчерские службы, истребители и вертолеты успешно отразили массированную атаку. Все беспилотники были уничтожены до достижения цели. Отмечается, что за последние часы около 15 израильских истребителей нанесли серию ответных ударов по предполагаемым пусковым установкам ракет на западе Ирана. Еще один беспилотник был перехвачен над севером Израиля, но сирены тревоги в соответствии с протоколом не сработали. На этом фоне израильский военный чиновник в интервью заявил, что страна готовится нанести удар по главному ядерному объекту Ирана и в настоящее время ожидает решения Вашингтона о присоединении к военным действиям. В свою очередь, корпус стражей Исламской революции подтвердил точечный удар по главному штабу армии Израиля. По мере развития ситуации в Израиле усиливаются опасения относительно возможного удара по ядерному объекту в Димоне. Кроме того, серьезно пострадал технологический парк Гав-Ям в Беэр-Шеве, где, как сообщается, располагались подразделения кибервойск и разведки. Ущерб оценивается в более чем $500 миллиарда. Такие целенаправленные атаки по инфраструктурным объектам уже вызвали остановку ряда оборонных и инновационных программ, бегство инвесторов и резкие потрясения на фондовом рынке. Между тем, по данным службы скорой помощи Израиля, число пострадавших превысило 1000 человек. Как стало известно, Израиль в ответ атаковал промышленную зону в иранском городе Решт, включая индустриальный парк Сефидрут. Кроме того, появилась информация, пока не подтвержденная официально, что удар был нанесен по зданию Microsoft в Израиле. Компании, предположительно участвовавшие в разработке систем искусственного интеллекта и ПРО для израильской армии. Параллельно с военными событиями растет международная напряженность. Народ Ирака и власти Венесуэлы открыто выразили поддержку Ирану. Министр внутренних дел Венесуэлы заявил, что Иран на деле доказал – Израиль – лишь бумажный тигр. В иранской провинции Луристан спецслужбы задержали 16 предполагаемых агентов Моссада, которым по местным источникам может грозить смертная казнь. На этом фоне The New York Times предупреждает, если США решатся на удар по ядерному объекту в Фордо, Иран, вероятно, активизирует разработку собственного ядерного оружия. Тем временем CBS со ссылкой на источники ФБР сообщает об обеспокоенности ростом активности иранских агентов на территории Соединенных Штатов. Ситуация внутри самого Ирана, по официальным данным, остается под контролем. Система здравоохранения работает стабильно. Дефицита медикаментов и сбоев в оказании услуг не зафиксировано. Командование кибербезопасности КСИР заявляет, что несмотря на масштабные попытки израильских хакеров атаковать критическую инфраструктуру, цифровая устойчивость страны сохраняется. Среди достигнутых результатов – отражение крупных DDoS-атак, блокировка доступа к ключевым системам, частичное выведение из строя израильской военной связи и предотвращение установки вредоносных программ на мобильные устройства иранских граждан. Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил базу военной разведки, где поблагодарил офицеров и солдат, как кадровых, так и резервистов, за их вклад в сбор жизненно важной информации. Он подчеркнул, что именно эта информация позволяет выигрывать войны и обеспечивает надежду на окончательную победу. На фоне растущей напряженности в Израиле все чаще звучат тревожные сообщения о том, что Иран получает доступ к частным камерам видеонаблюдения на территории страны. Бывший заместитель гендиректора Национального кибердиректората Израиля Рафаэль Франко заявил, что иранские хакеры пытаются использовать эти камеры для оценки точности ракетных ударов и дальнейшего планирования атак. Параллельно министр иностранных дел Ирана заявил, что его страна не намерена вести переговоры по ракетной программе. США он назвал соучастниками израильской агрессии
отметив, что пока по Ирану продолжают наноситься удары, обсуждение любых уступок невозможно. По некоторым инсайдерским данным, Израиль разработал секретный план. Если США не нанесут удар по иранскому ядерному объекту, в Иерусалиме всерьез рассматривают возможность проведения сухопутной операции. Однако такой шаг, по мнению экспертов, чреват тяжелыми последствиями. Иранская армия численно превосходит силы Цахала, располагает эшелонированной обороной и имеет богатый опыт в оборонительном планировании. В случае наземного вторжения весь регион может оказаться втянут в катастрофический конфликт. Все больше аналитиков уверены, Израиль оказывает давление на США, стремясь втянуть их в прямое противостояние с Ираном. И все чаще возникает вопрос: ради чего? Стоит ли рисковать жизнями миллионов ради политических амбиций? На этом фоне президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением. По его словам, у Ирана остались недели, максимум пара месяцев до создания ядерного оружия. Он утверждает, что у американских спецслужб имеются точные данные, несмотря на опровержение со стороны некоторых официальных лиц. Трамп подчеркнул, что Израиль не прекратит удары, а наземная операция рассматривается только в крайнем случае. Также он добавил, что Ирану осталось около 2 недель, чтобы вернуться к переговорам, и в очередной раз выразил мнение, что заслуживает 4 или 5 Нобелевских премий мира, но их, по его словам, вручают только либералам. Тем временем российский президент Владимир Путин заявил, что Москва последовательно поддерживает Иран в развитии мирной ядерной программы и отстаивает его права в этой сфере не только декларативно, но и на практике. Он отметил, что Израиль – страна с большой русскоязычной диаспорой, что непременно учитывается в российской внешней политике. Также Путин сообщил, что Россия продолжает работу на АЭС «Бушер» и получила гарантии безопасности своих специалистов как от Трампа, так и от Нетаньяху. На этом фоне представитель иранского военного штаба Хатем Аль-Анбия выступил с жестким заявлением. Он предупредил США и их союзников, что любое вмешательство в конфликт может поставить под угрозу безопасность американских баз по всему региону и привести к масштабным последствиям. Как считают военные эксперты, ключевым элементом напряженности остается объект по обогащению урана в Фордо. Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант напоминает, что он расположен в горной местности близ Кума, на глубине около 90 метров и прикрыт мощной бетонной защитой. По его словам, Израиль не может самостоятельно уничтожить этот объект. Единственным вариантом остается использование американского бомбардировщика B-2 Spirit с противобункерными авиабомбами GBU-57AB. Такие бомбы весят около 13,5 тонн, пробивают до 60 метров укрепленного бетона и обладают высокой точностью. Однако и в этом случае гарантий нет. Ранее в боевых условиях они не применялись, и эффективность подобной операции вызывает сомнения. Израильские боеприпасы, способные пробивать лишь до 6 метров, попросту не подходят для атаки на Фордо. Таким образом, удар по подземному ядерному объекту возможен только при участии США и с привлечением стратегических воздушных платформ. Нужно отдать должное Ирану. Он действует методично, шаг за шагом наращивая ударную мощь. Сначала в ход шли волны дешевых ракет и беспилотников, направленные на истощение израильской ПВО. Теперь все чаще применяются высокоточные ракеты, с которыми оборона справляется все хуже. По мнению многих аналитиков, инициатива в конфликте уже перешла к Тегерану, при этом Иран, по-видимому, еще не ввел в игру свои главные козыри. Тем не менее, ход событий может кардинально измениться, если Вашингтон решит открыто вступить в конфликт на стороне Иерусалима. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе о самых важных событиях мира и Ближнего Востока.